Летом 2011 года мы издали сингл «Карна», и спустя какое-то время появились идеи снять клип. Сам образ Карны был взят из некоторых литературных источников и, скажем так, синтезирован с некоторыми знаниями из мифологии Скандинавии и Древней Руси. Если говорить о таком масштабе, о таком составе команды, то да, для нас это был первый опыт. Ранее были более мелкие работы, либо несколько другого формата совершенно. С творчеством группы «Великорус» я был немного знаком ранее, но тут представилась замечательная возможность поснимать их концерт. Вот. И именно так произошло наше знакомство вживую. Видел я как-то раньше видео живое, снятое с этой группой, но когда я увидел Алексея Баганова вживую, я просто не узнал. Я думал, это какой-то другой человек пришел и понял, кто это. Так, в общем, мы познакомились. Спустя какое-то время после съемок концерта Алексей предложил снять клип. И тут же он предложил вариант сценария своего. И прочитав его, я понял, что это просто замечательная возможность снять некоторое такое произведение просто киношного масштаба. Клип с сюжетной основой, и зритель бы хотел пересматривать его так же, как и свой любимый кинофильм. Сценарий разрабатывал я и наш режиссер Александр Цурупа. Конечно, сюжет был достаточно сложен, закручен. Было очень много образов и сцен. Кое-что нам удалось воплотить, но некоторые, скажем, идеи и образы остались за кадром. Но в целом процентов на 90 мы реализовали все отлично. Вы присутствуете на первом дне съемок клипа на нашу композицию «Карна», то мы снимаем сегодня сцену с русалкой. На эту роль мы выбрали вот эту девушку, ее зовут Вера. Вот, и мы посчитали, что она очень хорошо подойдет под этот типаж. Но я думаю, съемки пройдут на ура. Вера, что вы думаете об этом? Холодно. В общем-то. Нет, ну на самом деле сейчас попробуем. Давай, погружайся. Сейчас. Давай, лапу. Не, вообще не тебя жалко. Спасибо, блядь! Саня, плохо светишь. А, вот так вот. Свет. Русалка заборола. Можно с уверенностью сказать, что это достаточно уникальный проект в рамках сибирского региона. Скажем так, у нас снимают очень много связанных с современной действительностью, а вот именно связанное с Древней Русью, Скандинавией, с природными какими-то образами очень мало можно встретить в наше время. Привет! Сегодня второй день съемок клипа на композицию «Карна». Сегодня мы снимаем две сцены. Первая с Лешем и охотниками, и вторая с женским хороводом. Для этого мы привлекли представителей ролевого движения и реконструкторов. И сейчас вы можете наблюдать то, что происходит на нашей съемочной площадке. Нам надо еще, наверное, то краситься, как будет. Я спешу на помощь. Еще разок. Давай еще. Ну, давайте уже, пока за нами менты по поводу костра не пришли. Да, а то придут, Еще, короче, снимем. добычу всю нашу большую. Когда в следующий раз пойдем охотиться, Возьмем вот такую. возьмем вот такую курицу и будем ее жарить. Да. Вообще хуйня по дороге ходит. Я думал, не... Пятними. Эй, дед, ты чей? Слушай, Ты по-моему... по-русски понимаешь? Что? Фин, что ли?
Я это По-моему, не помочь надо. Не, что русскому Метнуть хорошо, в него топор. что немцу смерть. Давайте опять пройдем несколько раз, скажем там, мы разговариваем, Гриша подкрадывается. Несколько раз пройдем, чтобы потом можно было выйти. Несколько дублей. Пока Давайте есть сейчас. свет, давайте Пока есть свет, сделаем. быстренько сделаем. Давай. Что-нибудь около дерева еще поделай. В дерево прислонился. Заберу. Давай, там, пока он снимает ее, ты, Яра, сними еще крупняк лица, вот, чтобы такие... Да. Саня, сними вот этот кадр сейчас сверху прямо, чтобы они руки к твоей камере как Прям наверх посмотреть, знаете, так, как на небо. Немного стоит сказать о быте съемок, потому что ведь и от настроения на съемочной площадке много зависит, и в том числе конечный результат. Так вот, я вам скажу, работать с группой Великорус мне очень понравилось, потому что ребята просто обалденно. Всегда выходили из сложных ситуаций, шутили постоянно, в общем, настрой, вот эта атмосфера вся, это просто незабываемые. Вот эти 7 дней, пока мы снимали этот клип, в сумме 2 месяца, пролетели вот просто... Может, это волосы распустить? Ай, знаешь, как будто играешь? Давай пару кадров играющего солиста. О, какие глаза! Меня нагло своровали. Сами рулать, да? Три камеры. Ой, меня нагло своровали. Меня нагло своровали, да? Ладно, давай. Опять нагло. Ужас какой. Меня берут и несут на плече. Хороший какой. Хотелось бы сказать пару слов о концепции нашего клипа. С одной стороны, казалось бы, это простое повествование о главном герое и мифическом существе, но на самом деле мы в очередной раз хотели сказать о том, что наш мир многомерен, и по сути в клипе идет повествование о параллельных мирах. Мир физический, где происходят вот эти все битвы, и мир параллельный, в котором путешествует Карна и герой. Там, собственно, они видят всех вот этих существ, и в итоге они приходят в мир божественный, на саму эту гору, где они получают доспехи богов. В нашем клипе 2 главных персонажа. Это Карна, которую сыграла наша хорошая знакомая, а также фотомодель София Санадор. Главный герой, воин Александр Вишневский. Главный герой, по нашему разумению, должен быть славянской внешности, с голубыми глазами и со светлыми волосами, и поэтому Александр отлично подошел на эту роль. Грим заведовала бывший директор оперного театра Ирина Фигуровская. Значительная часть съемок не проходила легко. То природа преподносила какие-то неприятные сюрпризы, то какие-то проблемы возникали. Всем привет! Сегодня 4-й день съемок нашего клипа. Сегодня снимаем главных героев, собственно, Карну и нашего воинствующего человека. Так что вот вы можете наблюдать вот этих 2 скучающих героев, которые поедают тропические бананы. Собственно, сейчас вы можете наблюдать основную сцену в клипе. То есть главный герой едят бананы, в это время звучит музыка, и все это переплетается с кадрами ранее снятыми там. С голыми женщинами, да. В нашем клипе 2 основные роли. Одна это Карна, которую играет София, и вторая роль это вот Александр. Он играет главного героя. Скажи нашим слушателям пару слов о том, чем ты занимаешься. Скажи, ты профессиональный убийца животных. Я профессиональный убийца животных, да, и не только животных. За что? Ответь, за что? За политические ошибки. Ну и, собственно, основное украшение нашего клипа это вот София. Очень приятно. Нет, приятно нам. Да, нам приятно. Сейчас пойдем снимать. Я буду получать от этого клипа душу.
А, душу вот этого мужика. Ну, собственно, мы пошли снимать. Бэкстейдж. Мне очень понравилось участвовать в этом проекте, потому что для меня это были достаточно новые впечатления. До этого я работал в основном как фотограф, а в этом проекте принял участие еще и как один из операторов видео. Мне очень понравился подход к гриму и декорациям, который был применен в этом клипе. В этом проекте я в основном снимал девушек, хороводы, там, Лешего, какие-то отдельные сцены. И мне очень понравилась работа гримера. Леший был прямо замечателен. Одним из самых удивительных и одновременно удаленных мест оказался Зверобой. Он находится на удалении около 200 километров от Новосибирска. Там мы сняли сцену, как Карна приводит главного героя к доспехам богов. Наверное, пожалуй, это было одним из самых трудных съемок 4 дней. Именно из-за как раз таки удаленности и условий съемки. Сегодня 6-й день съемок клипа «Карна», и мы находимся в замечательном месте, которое называется Зверобой в Новосибирской области. Место примечательно тем, что тут находятся скальные породы, которых достаточно сложно найти в Новосибирской области. Замечательное место, скажем так, 3 часа мучений по нашим русским дорогам, и теперь вы видите такую красоту. На улице сейчас очень холодно, костюмы открытые, но думаю, порвемся. Давай. Все. Коснулась рукой стены, посмотрела широков. Взялась на стену. Смотри стеноков. И топай дальше. Это доска от забора. А ты меня снимаешь, да? Конечно. А? Конечно. Не успел. Да я не успел, говорю, самый. Давай, надевай, попробуй. Пожалуй, одним из самых сложных дней в плане постановки был день съемки массовой боевки. Во-первых, это и организация достаточно большого количества человек, постановка боевого действия. Здесь хотелось бы сказать отдельное спасибо клубу реконструкции «Стальной кулак» и их лидерам Беркуту и Арнольду. Ребята «Стального кулака» не только приняли участие в съемках, но и помогли с организацией боя. А значит, ему мой это самое, иллюстратор снимать, да? Он всем проебал. Мне? Да всем вам. Я тебя я не знаю, тебе хочу на какой гриму надо, да? Саня такой шапку. Пиздец, ее видно. Она на меня смотрит. Да, кольца крыши, надо все поснимать во время съемки. Какой сегодня день? 5-й. Пятый? Привет, Сегодня 5-й день нашего проекта. привет. Сегодня 5-й день съемок. Сегодня мы снимаем боевку вот с этим замученным человеком и вот с этой замученной женщиной. Вот, и главный герой вот стоит рядом со мной, он весь в потеках и в крови, а вот стоит героиня вся в лоске и в гламуре. Угадайте, кто получит больше денег. Сегодня прошел 5-й день съемок клипа на Карну. Вот. Нам в этом очень сильно помог клуб реконструкции «Стальной кулак». И мы хотели бы взять небольшое интервью у представителей этого клуба. Сергея Агеева. Я Сергей Васильев. Сергей Васильев.
Расскажите про свой клуб пару слов. Клуб организовался в 2008 году, поэтому достаточно молодой, хотя люди в нем самого разного возраста, то есть от 16 и до 41, то бишь я. Занимаемся мы историческими исследованиями в области Древней Руси. Конкретно наш клуб — это варяжская дружина, боевое соединение. Нас не нужно воспринимать как люди, доставшие там из кладовок мечи. Это в большей степени это восприятие мира немножко иное. Направить людей туда, чем они реально должны заниматься. То есть возвращение к своим корням в какой-то степени. Не совсем правильно назвать нас реконструкторами. То есть люди... Реконструктор — это человек, который взял, допустим, конкретно комплект, допустим, рыцаря 16 века, и вплоть до заклепочки, вплоть до той же ткани, то есть восстановить полностью доспех. То есть реконструктор не обязательно воин. Реконструктор — это хороший историк. Вот по поводу сегодняшнего мероприятия, какие у вас мысли, переживания там? Да нет, так-то здорово все. То есть, во-первых, это самое главное — это общение с людьми. Бой, боевка — это частично. То есть сама атмосфера, которая была на площадке, она была очень веселая, забавная, задорная. То есть там даже какие-то небольшие ссадины, травмы полученные, они все с улыбкой воспринимались. Мне там разбили пальчик, больше не, все здорово, все отлично. То есть всем понравилось, я очень доволен. Надеюсь, в дальнейшем мы друг другу будем еще полезны. Ну, конечно. И отдельное большое спасибо тому мудрецу, которому пришла в голову идея снять именно такой красивый клип. Потому что в основном сейчас клипы, которые заполнено телевидение, они не отличаются большим разнообразием. Вот. Это, как правило, либо почти голые девочки, субтильные мальчики, которые прикольно вихляются под какую-нибудь весьма дурацкую музыку. Вот. А здесь это действительно настоящий мужской клип, в котором суровые мужчины занимаются мужским делом. Ну, пару слов напоследок. Знаете, я, наверное, ничего нового не добавлю, просто я считаю, что человек всегда должен оставаться человеком. Дорожить тем, что он дорожит, не тем, что ему общество навяливает, а что он считает себя внутри. Если он хочет быть эльфом или гномом, это его право. То есть не надо равняться ни на кого, нужно равняться только на самого себя. Ладно, спасибо вам, ребята. Взаимно. Творческих успехов. Спасибо. Я стилист группы Великорус, занимаюсь разработкой стиля для данной группы. Стиль менялся неоднократно, то есть костюмы у нас каждым разом усовершенствуются. В отображении данного стиля хотелось бы передать воинственность. Хотелось отнестись к, скажем там, какой-то исторической эпохе, возможно, даже не существующей исторической эпохи. Это был очень интересный опыт. Я надеюсь, данный проект привлек внимание к рок-сцене Сибири не только слушателей России, но и также фанатов тяжелой музыки со всего мира. Сегодня мы снимаем кадры с группой. Для этого мы выбрали хвойный лес, соорудили такое место. И у нас тема такая получилась несколько древесно-лесная, с применением хвои, собственно, деревьев и мха. Такая достаточно креативная, интересная идейка. Посмотрим, как это у нас будет выглядеть в кадре, в общем. Так что начался дождь, но я думаю, он нам не помешает. Трудным съемочным днем был последний день. Только мы разложились и расставили музыкальные инструменты, пошел дождь, причем со снегом. Грим тек, некоторые музыканты боялись строить этих инструментов, пошел особенно за ударку и клавиши. Кто-то громогласно говорил, что моим инструментом. Сейчас, самый трэш будет в говне. Может, стоит снимать концовку тогда? Концовку вообще пиздец. Да, ты будь гибким. Если догадаешься, можно тоже добавить у тебя. Не прыгай, ничего, не прыгай. Давай! Все, ништяк.